Сейчас покажу, как делать гороховый хлеб. Это очень полезный продукт, он содержит растительный протеин, аминокислоты, мало калорий, а гликемический индекс всего 28, что делает его подходящим для диабетиков. В 100 граммах этого хлеба столько же протеина, как в протеиновых батончиках. При этом, в отличие от животных белков, он не содержит холестерин. В нем также отсутствуют фитоэстрогены, лактоза, насыщенные жиры и ГМО. Это без преувеличения полезный и питательный продукт, да еще и дешевый. Чтобы не быть голословным, внимание на экран. В 100 граммах лущенного сухого гороха, а именно из него мы будем делать хлеб, содержится белки 23 грамма, жиры 1,6 грамм, углеводы 47 грамм, клетчатка 10 грамм, калорийность 229 килокалорий. Сразу отвечаю на вопрос, какая усвояемость такого протеина. Вы будете удивлены. В настоящее время гороховый протеин считается лучшим среди растительных источников белка, и вот почему. Для хорошего усвоения белка нужен витамин ПП. Он участвует в метаболизме жиров, белков, аминокислот, пуринов, тканевом дыхании, процессах биосинтеза. Так вот, в сухом горохе присутствует этот витамин и многие другие нутриенты, благодаря которым его усвояемость составляет от 70 до 80%. Кто не в курсе, это отличный показатель. Ведь не важно, сколько вы съели, важно, сколько усвоилось. Отвечаю на второй вопрос относительно того, что растительный белок якобы не содержит всех аминокислот и не может полноценно заменить животный белок. Это справедливо для зелени и овощей, но только не для бобовых. Смотрите на экран. Таблица аминокислот в 100 граммах сухого лущенного гороха. Обратите внимание на название аминок и процентное соотношение. Все, что вам нужно, здесь есть. Особенно акцентирую внимание людей, занимающихся фитнесом, атлетикой, бодибилдингом. В горохе есть все БЦАшки, которые нужны для набора мышечной массы. Лецин, изолецин, валин и другие. Ради сокращения времени не буду делать сравнения с известными БЦА-добавками, но вы сами проверьте и увидите. Гороховый хлеб – полноценная замена порошковому протеину и БЦА-добавкам. А сейчас рецепт. Для приготовления горохового хлеба вам понадобится горох лущенный сухой 200 грамм. Кстати, почему не зеленый горошек? Зеленый, в отличие от желтого, собирают в незрелом виде, в нем больше сахаров и он уступает по пищевой ценности. Далее растительное масло 30 мл, псилиум 2 столовых ложки с горкой, вода 100-150 мл, яблочный уксус 1 столовая ложка, соль пол чайной ложки, сода 1 чайная ложка, разрыхлитель 1 чайная ложка. Приготовление. Горох замочить на ночь. Зачем это делается, объясняю. Длительное замачивание гороха в воде и добавление затем соды полностью исключает газообразование в кишечнике и никаких негативных последствий от употребления гороха не будет. Второе. Утром горох промыть и переместить в блендер, добавить воду, соль и измельчить до однородной консистенции. При этом горох можно перемолоть и через мясорубку, используя насадку с мелкими отверстиями. Третье. Переложить в миску, добавить остальные ингредиенты, хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут. Четвертое. Противень застелить пергаментом. При желании можно смазать маслом. Выложить тесто и сформировать булочкой или батоном. По нашему опыту хорошо получаются гороховый хлеб, гороховый батон, гороховая булка. Пятое. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 50-60 минут. Однако смотрите по своей духовке, время может немного отличаться. Когда хлеб будет готов, достаньте его из духовки, дайте остыть и можно кушать. Хранится он намного дольше, чем обычный хлеб, не плесневеет и не черствеет. Если видео было полезным, можете поставить лайк и поделиться ссылкой с друзьями. Если будут вопросы, пишите в комментариях, я отвечу. Всем здоровья и долголетия!